Всем привет, друзья! Очень приятно, что мы с вами по-прежнему на одной волне. Меня зовут Юлия Костромитина, за камерой Пашка Сибиряк. И мы, как всегда, выбрали самое неподходящее время года, чтобы съездить на море. Ну, для нас с Пашкой это уже традиция. Когда мы были на Балтийской косе, погода тоже нас особо не радовала. Если вдруг вы пропустили выпуск про Балтийскую косу, переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь незабываемыми видами. А сегодня мы с вами в Янтарном. Поехали! В Янтарный едут не только за свежим воздухом, прогулками по пляжу. Не, мы уже завтра улетаем. Пальмов-то нету. Они же как думали, через границу раз туда и поехали, в Польшу и дальше. My English 50-50 so bad. Такая радостная, такая восхищенная, такая проработанная вообще. Самая необычная находка вот здесь, в Янтарном карьере. Деньги. Но это дорогого стоит, как говорится. Янтарный стал достаточно популярным в последнее время, потому что здесь достаточно широкие пляжи, свободный доступ к морю, скажем так. И несколько лет назад пляж Янтарного получил статус... Я не знаю, как он называется, блядь, этот статус. Я не помню. Ты все это время снимал? Классно. Экспертный эксперт в этом видео. Янтарный стал очень популярен среди отдыхающих, потому что здесь все еще сохранился широкий, чистый пляж. И недавно именно Янтарный получил статус самого лучшего пляжа не только Калининградской области, но и России. Периодически здесь проходит уборка песка, здесь постоянно модернизируется инфраструктура именно на пляже. Вот даже сейчас мы можем заметить, что очень много появилось построек, разных кафе, мест для отдыха именно здесь на пляже. Но еще Янтарный популярен и известен тем, что здесь добывается огромное количество янтаря. В самом ПГТ Янтарный находится янтарный комбинат, и ловцы янтаря и любители собирать янтарь приезжают сюда не только летом, а в принципе в любое время года. Вот даже сейчас на дворе февраль месяц, а там вдалеке в море мы можем видеть лодки, на которых люди ловят янтарь. Даже если просто мы сейчас будем гулять, мы сможем найти с вами небольшие кусочки янтаря. А люди, которые со специальным оборудованием отправляются в море, они специальными пушками размывают песок под водой и таким образом ищут янтарь. И добыча янтаря считается одним из главных промыслов вообще Калининградской области. Янтарь я не нашла, но нашла вот такой красивый камушек с дырочкой и чертов палец. А почему они называются чертовы пальцы? Ребят, если вы знаете, почему чертовы пальцы так называются, просветите нас, пожалуйста, в комментариях. Туристы приезжают в Янтарный, в принципе, в любое время года, вне зависимости от погоды, потому что мы понимаем, что насладиться чистым морским воздухом, погулять по песку, это доставляет удовольствие вне зависимости от того, какой сейчас месяц на дворе. И, кстати, о, еще один чертов палец, смотри, какой большой. Прикиньте, это мне надо. Он какой. Прикиньте. Если нас смотрят люди из России, приезжайте к нам, к Балтийскому побережью, чтобы пособирать вот такие чертовы пальцы. Ну или янтарь. Чертовых пальцев больше, чем янтаря, поэтому я думаю, вы найдете в любом случае свой. Так, я отвлеклась. У жителей Калининградской области есть, даже не знаю, как это, свой ритуал. Приезжать к морю. Неважно, зима, лето, осень. Многие называют море своим местом силы. Мне тоже море придает какое-то вдохновение, потому что когда ты стоишь, смотришь в эту бесконечную, бескрайнюю даль, слышишь шум волн, в тебе, не знаю, происходят какие-то непонятные, не поддающиеся никакому объяснению чувства. Неудивительно, что все люди едут не только в Краснодарский край, в Турцию, в Египет на теплые курорты, но и сюда, к нам в Калининград, в суровое место с переменчивой погодой, но с таким красивым и невероятным морем. Как вы осмелились в такую холодрыгу приехать к морю? Осмелились, потому что у нас минус 20. Что вы знаете вообще о поселке Янтарный? Вот, может быть, какие-то исторические факты? Nordic Spa? Да. А были уже там или пойдете? Вот сейчас мы через минут
15 будем там. Да. Классно, пойдете наслаждаться Да. теплыми ваннами, морем. Ну, я вообще из-за нее сюда приехала. Ну, я просто увидела фотографии, такой думаю, где это, Калининград. Увидела постройки в центре Калининграда, и мы сюда махнули. Круто. А куда еще дальше двинетесь? Куда поедете? Зеленоград. Зеленоград. Зеленоградск, да. Решили по побережьям Да, сегодня да, проехаться. Очень Да, хочется. У нас специально такой девочковый отдых, так скажем. Да, Мини-купер, мы и море Балтийское. В Янтарный едут не только за свежим воздухом, прогулками по пляжу, но и за таким эксклюзивным и интересным банным отдыхом. Здесь, на берегу Янтарного, находится Nordic Spa. Я там, честно, ни разу не была, но тоже видела очень много и в соцсетях, и в интернете фотографий, когда красивые девушки и парни сидят в подогреваемых чанах с теплой водой и наслаждаются видами прекрасными. Мы сейчас находимся на территории самого комплекса, и вы просто не понимаете и, к сожалению, не чувствуете тот аромат, который исходит от этих банных чанов. Запах бани, запах дров, костра. Очень атмосферно и очень приятно. И в сочетании с шумом волн и вот с этой погодой, достаточно прохладной, супер. Я думаю, мы обязательно сюда приедем, чтобы снять отдельный репортаж о Nordic Spa. Мы с Пашкой оденемся в купальные костюмы и приедем сюда, чтобы погреть свои попки и показать вам, чтобы вы тоже слегка с нами отдохнули. Пускай в Янтарном нет променада, каким мы привыкли его видеть, как в Светлогорске или Зеленоградске, в Пионерске том же, но здесь есть деревянный настил, по которому можно прогуляться от галеры и практически до гостиницы «Беккер» вдоль пляжа. Можно наслаждаться прекрасными видами, атмосферой, красивыми лебедями, которые живут здесь в заводе. Я помню время, когда в Янтарном не было ни настилов, помостов, ни парковок, а был только дикий пляж, и сюда очень мало людей ездило. Но со временем, конечно же, деньги начали вкладываться в это место, появились парковки, облагороженные, но не очень вместительные. И эти парковки платные и достаточно дорогие. Ну, конечно, статус лучшего пляжа России дает о себе знать. Деньги вкладываются, люди приезжают, стоят в огромных пробках, в огромных очередях, чтобы попасть сюда на широкий, просторный, красивый пляж. Вы не местные, да, я так понимаю? А откуда приехали к нам? С Дальнего Востока. Как здорово! Как давно уже в Калининградской области отдыхаете? 5 дней. Что сегодня в Янтарном планируете посетить? Мы были в Nordic Spa сейчас, но это не реклама. Такие красивые, отдохнувшие? Ну так, прекрасно. Мы купались в море. Да ладно, не холодно? Ну, мы же Дальнего Востока. Ну да, девчонки закаленные. Прекрасно было. И сегодня у нас по планам погулять по Янтарному, и потом поедем в Светлогорск. Янтарный, конечно, известен не только своим пляжем и морем, но и карьером, который находится в поселке Синявино. После добычи янтаря оставались, естественно, пустоты, которые со временем заполнялись водой. И сейчас Синявинский карьер с чистейшей, кристально чистой водой используют дайверы для своих погружений. Летом тоже можно приезжать, брать оборудование на прокат, проходить специальное обучение и погружаться, чтобы попробовать себя в роли дайвера. Также очень распространено катание на сапах, там же, где янтарный карьер в Синявино, либо здесь, по морю, тоже сапсерфинг сейчас достаточно распространен. Мы внезапно набрели на интересное место, музей добычи янтаря. Оно находится недалеко от пляжа и как раз-таки на Синявинском карьере. Здесь база дайверов и тут же вот музей добычи янтаря. Пойдем посмотрим, что тут интересненького.
познакомимся с владельцем музея. Игорь, здравствуйте. Здрасте. Расскажите, что стало причиной открытия этого музея? Ну, я же понял, деньги. Деньги правят миром. Ну, смотрите, как бы сказать, мы здесь начинаем и продолжаем как центр водных видов спорта. Дайвинг, яхтинг, виндсерфинг, сабборд, электрофойлы, кайки, все у нас есть, педальные катамараны. Но у нас очень короткий период зарабатывания денег. Помните, когда в ковид люди такие начали всех закрывать, и они такие: ой, там через 2 недели мы разоряемся. Мы же как в мемах. Мы по 7 месяцев не работаем. Да. Вот. Но так как мы здесь давно находимся, да, как бы сказать, я начал интересоваться вообще историей этого места, карьера, да, и потом возникла мысль: мы же сидим на историческом месте, почему бы нам не сделать музей? Музей добычи янтаря, потому что тут у нас и шахта, и карьер. То есть это не музей янтарного комбината, не музей янтаря, это музей добычи янтаря, то есть в котором представлены всякие способы добычи от древних собирательства до промышленных, которые... То есть мы заканчиваем, условно говоря, 45-м годом. Дальше история янтарного комбината. А как собиралась коллекция музея? Слушайте, ну как бы задумка была давно, то подарит, что сами найдем, а где-то, может, задешево купим. Только никому не говорите. Задорого купить каждый может. Задешево купи. Вот. И потихоньку вот так вот обросло все это дело, и когда уже началось, ну, скажем так, мы его 2 раза переделывали, потому что все-таки опыта музейного у нас не было. Значит, одно дело, ты нарисовали в эскизах, да, потом сделали по местам, нет, что-то не очень, какая-то хрень получилась. Ну, вот в конечном итоге вот такая вот экспозиция у нас имеет место быть. Ну, еще плюс у нас есть уличная экспозиция. Вы знаете историю возникновения янтарного карьера, вот этого нашего Синявинского? Конечно. Сколько ему лет? С 1913-го, то есть получается уже 110. Да. 110 лет. То есть в 13 году его начали копать, и в 70-м его закрыли здесь. Но его закрыли не потому, что янтаря не стало, а потому что просто стало невыгодно добывать на кубометр грунта, потому что это очень сложное гидротехническое сооружение было. Все это так, людей много работало, стало неинтересно. Вот его закрыли, вот после этого он, когда убрали откачку, вот с того момента, вот за 50 лет он наполнился водой. Вот что получилось. А вы сейчас сами ныряете, вот дайвингом занимаетесь здесь на карьере? Конечно. Какая самая необычная Я находка? дайв-мастер. О, мы к вам летом еще когда приедем. Конечно. Самая необычная находка вот здесь, в янтарном карьере? Что вы поднимали со дна? Янтарь. Ну, это не самое необычное. Не, ну смотрите, как бы тут же ситуация такая, что иногда, помню, еще когда мы музей не открывали, приходили гиды, там, ну, как бы, прислушиваясь, еще что-нибудь, а они рассказывают: ой, да там же, как бы сказать, и экскаваторы, так сказать, и бульдозеры стоят, как бы, вот, потому что это все внезапно так затопилось. Нет. Это же было в советское время. Там все сняли, все, что можно, унесли. Но в прошлом году совместно с Русским географическим обществом и Музеем Мирового океана мы открыли первый археологический подводный парк. И теперь там есть и бульдозер, и экскаватор, и куча всяких других вещей, которые были при добыче янтаря промышленным способом. А этот парк находится здесь? Конечно. На карьере? Да, Очень под здорово. водой. Круто. А как администрация поддерживает существование музея? Может быть, чем-то способствует администрация янтарного? Да, Да? конечно. Почему бы им не поддерживать, коли и, допустим, так сказать, губернские власти, да? Мы же взяли тут курс на внутренний туризм. Ну, мы открыли, как бы сказать, объект туристического показа. Почему бы их нам не поддержать? Хотя бы добрым словом. А много посетителей вообще уже было у вас в гостях? Судя по кассе, много. И даже в сезон, не в сезон, вне зависимости. То есть люди едут и интересуются? Естественно, как бы сказать, вне сезон не так
сладко, как бы казалось бы, но все нормально. В сезон же очень все нормально. Плюс, конечно, у нас заключены договора с туроператорами, к нам приезжают автобусы. Поэтому все хорошо. А у вас есть соцсети? Вот как вас найти в интернете? Конечно. Есть страницы, да? Музей добычи янтаря в ВК. Ну и сайтик есть. Ну как сайтик, так сказать, страничка просто, где мы находимся, как бы познавательная. А так мы ведем социальные сети. За моей спиной такое небольшое озеро, которое находится буквально там в 100 метрах от моря. И часто в сезон, именно летом, на этом озере ставят такой мини-аквапарк, где можно прокатиться с горки, да, немножечко экстрима. Как бы ты на море, но при этом вода теплее. Плюс этих озер в том, что вода в них очень чистая, и она достаточно быстро нагревается, и вот ты возле моря, вот тебе теплая вода, солнышко, пляж, все хорошо, на чили, на расслабоне, как говорится. Почему в такую холодную погоду, да, в феврале вы приехали к морю, в Янтарный? Что вас здесь привлекает? Дело в том, что мы местные жители, я всю жизнь прожил здесь, климату привычный, поэтому для нас это не проблема. Поднялись в выходной день и поскакали, как говорится. А что вы считаете самой главной достопримечательностью Калининградской области? Самая главная достопримечательность была граница с Европой. Вот в чем дело. Почему мы себя чувствовали людьми какого-то другого мира. Приезжаешь в Россию, там вот такие вот люди, а мы как-то раскованные европейцы. Менталитет другой, честно говоря. А давайте про Янтарный. Вот вы сегодня гуляли в Янтарном. Что вам больше всего нравится в этом месте? Практически полное отсутствие людей, скажем так, понаехавших. Потому что в Зеленоградске и Светлогорске очень много уже москвичей. Это чужие люди. Они... Питерцы еще ничего, а москвичи, пусть не обижаются, вот я честно говорю. Москвичи, конечно, хамоватые такие. Ну, они типа хозяева положения, приехали в деревню. Для них это самая дачная область. Они же как думали, через границу раз туда и поехали, в Польшу и дальше. А сейчас-то, простите. В Янтарном впечатляет, вот не так давно построенный, видимо, гостиница и ресторан, комплекс, фасад которого отделан чистым янтарем. Целое здание. Янтарная легенда. Да, Наверное, да. Да. Вот очень интересно. Я сначала Это думала, необычно, ну же, как это стилизовали, под янтарь, прям так хорошо все покрасили. Но когда подошла и пригляделась, и поняла, что это натуральный камень, то, впечатляет. Впечатляет, да. Я думаю, когда вы приезжали в Янтарный или приедете, вы обязательно увидите этот памятник. Руки, протянутые к небу. Историю этого памятника и жестокие события, которые происходили здесь, я вам расскажу более подробно, когда мы подойдем ближе к этому месту. Почему именно здесь возник этот памятник? Да потому что в конце января в 1945 году эсэсовцы понимали, что Красная Армия наступает. И из концлагеря Штутхоф были выгнаны 7 тысяч человек, среди которых в основном были дети и женщины. Они проделали огромное расстояние от Кёнигсберга до поселка Пальмникин. Пока они шли, конечно, большинство из них погибло от холода, голода, усталости и изнемождения. И сюда, к побережью моря, прибыло порядка 3000 людей, которых эсэсовцы планировали замуровать в штольнях шахты Анна, останки которой и стены которой находятся здесь, вот рядом с памятником. Но владелец этой шахты, бургомистр, не разрешил, не позволил эсэсовцам совершить преступление в его шахте. Но обманным путем эсэсовцы отправили обербургомистра, начальника шахты, на защиту поселка Куменен, ныне Кумачева. И когда он оказался там и понял, что его обманули и помощь его и его отрядов вблизи поселка не нужны, он совершил самоубийство. Когда его тело привезли сюда, к этой шахте, работники шахты поняли, что они тоже никак не смогут повлиять на уничтожение такого количества людей. Но эсэсовцам нужно было как можно быстрее совершить задуманное, вместо того, чтобы замуровать в шахте, под предлогом того, что в Балтийском море заключенных ждут корабли, они выгнали 3000 людей в море, в холодное ледяное море, покрытое льдом, и начали беспощадно расстреливать. Из почти 7000 человек, выгнанных из концлагеря Штутхоф, здесь, в Балтийского моря, выжило всего 13 человек. Когда этих бедных людей вели от Кёнигсберга до поселка Пальмникин, жители поселков слышали выстрелы. Они слышали крики погибающих людей, но они думали, что это наступает Красная Армия.
А утром, когда они вышли из своих домов, они увидели вдоль дорог тела огромного количества погибших людей. Этот памятник появился в 2010 году. Но о этих страшных преступлениях весь мир и страна узнала только в 60-е годы. Когда здесь во время разработок янтаря копался пляж, копался песок, были обнаружены останки огромного количества людей. Почему-то первым предположением было, что это останки советских войск. И долгое время здесь, в Янтарном, на месте раскопок, был просто памятный знак – вечная память. Никто не знал, кому и по какому поводу. Но потом уже, когда начала собираться информация об этих страшных преступлениях, когда люди узнали, когда появились свидетели этих событий, то наша область содрогнулась от того, какое страшное преступление было совершено здесь. Сам памятник символизирует руки, которые тянутся к небу и просят помощи. На памятнике мы видим выбитые цифры и буквы. Это реальные номера заключенных, которые погибли здесь, на берегу нашего Балтийского моря. Этот марш в конце января 1945 года был назван «Маршем смерти», потому что на самом деле погибло невообразимое, невероятное большое количество людей. И сейчас ежегодно от Калининграда до Янтарного в конце января проходит традиционный марш жизни в память о погибших людях в конце января 1945 года. Мы с вами как раз сейчас и находимся на руинах шахты Анна, где эсэсовцы планировали замуровать оставшиеся 3000 заключенных. Вообще место невероятно тяжелое, невероятно красивое. И мое личное мнение, здесь бы прекрасно вписалась смотровая площадка. Например, чтобы люди приходили сюда, любовались видом, думали о жизни, задумывались о том, правильно ли они живут, правильные ли они поступки совершают. Памятник вообще воздвигнут еврейской общиной и бизнесменом, то есть частным лицом. И, я так понимаю, администрация не особо принимает участие, чтобы как-то еще больше облагородить это место, и мне это непонятно, потому что весь пляж Янтарного утыкан какими-то кафешками, ресторанами, то есть бизнес-объектами, на которых зарабатываются деньги. А почему не сделать объект, который станет достоянием людей и будет привлекать сюда не только деньги, да, например, а просто людей, которые будут наслаждаться прекрасным? Ну, не знаю, я бы задумалась, будь я на месте администрации Янтарного, задумывалась о том, куда вкладываются деньги. Хотя нет, я знаю, куда администрация вкладывает деньги. Администрация вкладывает деньги в Янтарный пляж, в платную парковку, которая, конечно же, приносит финансы администрации. Но, а как бы подумать о вечном, подумать о душе? Стоит задуматься. Да, безусловно, это очень печальная, трагичная и страшная часть нашей истории. Но мы с вами живем дальше, и, конечно, мы должны помнить о всех тех ужасах, которые происходили здесь, на Землянском полуострове, чтобы они, конечно, не повторялись. А мы пойдем дальше гулять по Янтарному, общаться с людьми, и я думаю, нужно будет спросить, знают ли они вообще о существовании этого памятника, может быть, что-то об истории этого места спросить. И было бы здорово, если бы мы познакомились с местными жителями. Интересно, вообще здесь есть люди, которые живут, может быть, с 50-х годов. Может быть, кто-то помнит Янтарный вообще совершенно другим. Кто-то, может, работал здесь на добыче янтаря, кто-то работает в янтарном комбинате. Надо пойти и познакомиться с этими людьми. Поэтому отправляемся в сам поселок. Пойдем прогуляемся. Вот вы как местная жительница, что вам больше всего нравится здесь, в Янтарном? Что, живу, все нравится, что. Как живем, да живем. Вот. Получили квартиру в 85 году. Муж пошел на стройку работать, и получили квартиру. Ну и все, огород, дом, как обычно, все.
живем. А по На вашему... комбинате работала. А сколько лет вы на комбинате? 18 лет работала на комбинате. Был такой отдел АСУП раньше. Сейчас-то айтишники теперь. Вот я там 18 лет отработала. Потом сократили нас. Потом на пенсию. Все. Как Потом вы вот думаете? сюда на работу. Потребовалась, пошла вот. Да. Янтарный становится лучше с каждым Лучше, годом? конечно. Вот все, видите, меняют, ремонтируют, стараются. Конечно, развития сейчас много же. Видите, пляж сделали. А то никого здесь не было. Да, кстати, туристы сюда не ездили. Мы только гостей водили сюда на море. Ну и сами бегали, купались по молодости. Вот так. А не надоедают туристы вот летом? Их же очень много. Не знаю, мне не надоедает. Я болтаю со всеми, откуда приехали. Приезжайте. Сфотографировала тут пляж летом, показываю вот зимой. Вот как у нас тут красиво приезжать. Наоборот, приглашаю всех. Очень здорово. И с Спасибо Якутии большое. приезжают, и откуда только, и Бурятии. Даже с Сочи приезжали. И говорят, ой, какая у вас красота. Я говорю, да где же красота-то? Говорю, этих пальмов-то нету. Да нафиг они нужны, эти пальмы. Вон, песочек, какая радость. Вот. Да, да, Всех Сочи. приглашаю всегда. Даже в Сочи группа приезжает. Приехала и говорит, ой, сколько у вас песка. Его что, говорит, привозят? Я говорю, да откуда привозят? Его намывает. Наоборот, бывает. Вот в этом году еще нет. А в прошлом году вот этого ресторана не было. У них была вон там только палатка. Так вот с эту высоту был бугор песка. Ничего себе. Сюда намело, да. Потом этим бобкатом расчищали. Обалдеть. Да, да. В этом году были шторма, но не такие вот, как бы. А те года вообще вот. Раньше вообще вот это вот побережье были как типа сопок, и там были как типа, мы называли сковородки их, как бы так, мы там загорали. Углубление, Углубление. Мы там загорали, ходили на этих сковородках. Май месяц, это вообще был класс. Придешь на работу, загорелая, такая, все, балдеж, где-то загорал, где-то такой. Вот. А так жизнь, обычная жизнь, как. Вот так вот. Мы уже перебрались в центр Янтарного. Находимся, ну, грубо говоря, на центральной площади, потому что здесь у нас администрация, центр «Мои документы» и, конечно же, карта города Янтарный. Что мы здесь видим? Ну, основные достопримечательности – это церковь Казанской иконы Божьей Матери, водонапорная башня, янтарный комбинат, ну и в целом все. Мы, наверное, двинемся по главной улице, прогуляемся, посмотрим, какие гостиницы, какая инфраструктура вообще есть, за что зацепиться глазом и чем можно полюбоваться, и что интересного найти здесь, в Янтарном. Идя по главной улице, стоит отметить, что достаточно чисто, приятно, дороги хорошие. Идешь и комфортно. Нет ощущения, что находишься в какой-то деревне. Конечно, когда едешь дальше к пляжу, места становятся более дикими и необлагороженными. Но здесь в центре все миленько, чистенько и достаточно прилично. Идя по главной улице, мы увидели гостиницу «Беккер», гостиничный комплекс. Насколько я помню, это одна из первых гостиниц в Янтарном, потому что Янтарный всегда был поселком. Там поселок городского типа. И, естественно, туристов здесь было не очень много. Ну, слушайте, судя по информации Яндекса, это хорошее место. А количество звезд я здесь не вижу. Нельзя не обратить внимание на кирху, в которой сейчас в настоящее время находится православная церковь. Кирха вообще находится под государственной охраной. Она основана, судя по табличке, 1892 год, но на самом здании есть информация о 1887 годе. Я так понимаю, 1887 это год основания, 1892, наверное, в этот год было закончено возведение этой кирхи. На самом деле очень интересно. Здание католической церкви, но в нем находится православная. Интересно, аутентично и, конечно же, красиво. На главном фасаде икона, и такое ощущение, что она вся из янтаря сделана. Сейчас подойду поближе, посмотрю. Лик Иисуса из янтарной мозаики, причем янтарь разных совершенно оттенков, от темных, каких-то черных до зеленовато каких-то молочных. Очень красиво и по-особенному колоритно. Конечно, мы не могли пройти мимо самого известного ресторана Янтарного «Янтарная легенда».
Ходят легенды, что фасад этого ресторана сделан из натурального янтаря. По ходу дела оно так и есть, это не легенда. Сейчас я подойду, потрогаю. Реально янтарь. Интересно, сколько денег было потрачено на этот фасад? А вот, смотрите, сертификат подтверждает, что янтарь, используемый в интерьере, приобретен у янтарного комбината. Сейчас покажем, чем славится янтарная легенда. Атмосфера очень приятная, теплая, классно, уютно. Здесь даже, слушайте, как в музее, огромное количество бус янтарных. И тоже, что интересно, янтарь весь разный. Темный, светлый, желтый, молочный. То есть не только приятно провести время, пообедать можно, но и как на экскурсию сходить и прикоснуться к янтарю. Так, пойдем на второй этаж. На втором этаже тоже есть интересные экспонаты. Пойдем посмотрим. Тоже отделка вся из янтаря. Достаточно стильно и уютно. У нас есть музей янтаря, а есть ресторан «Янтарная легенда». Как вообще это можно сделать своими руками? Ну, кто-то там уже подломал его немножечко. Видимо, такие же шаловливые ручки, как у меня. А вы знали, кстати, что янтарь – это целебный камень, который лечит? И если маленькому ребенку надеть на шею ожерелье из янтаря, то у него более спокойно будет проходить прорезывание зубов, и ребенок будет меньше болеть. Вот так. Как мы любим, пройдемся по ценам. Янтарные коктейли. Королевский янтарь, черный янтарь, зеленый янтарь. Ну, цены, как и везде. Супы. Суп-пюре из тыквы с креветкой 550. Паста карбонара 620 рублей. Строганина 840 из пирамиды. Что у нас здесь есть? Ну, цезарь. Кстати, цезарь с балтийским угрем. 1120 с балтийским угрем. Такие интересные, ну, типичные для Калининграда и области блюда. Корюшка, балтийский судак, камбала. Камбала 200 грамм 860 рублей. Ну, пицца для любителей такой распространенной кухни. И барная карта для любителей пива. Достаточно большое разнообразие. Вон виски, бурбон, водка, коктейли, все, что хотите. Здесь, кстати, продают фирменный коктейль, который содержит в себе янтарь, и он такого же приятного, теплого цвета, как этот солнечный камень. И называется этот коктейль «Королевский янтарь». Было бы приятно поработать в таком заведении ведущей. Но я знаю, что здесь часто проводятся корпоративные мероприятия, выпускные, свадьбы. Поэтому, если что, заказывайте меня в качестве ведущей. Наговорюсь Трикорова. Итак, друзья, я сейчас нахожусь в самом дорогом туалете, не то что в Калининградской области, России. И под моими ногами янтарь весом 904 грамма, 700 грамм. Ну, не знаю, сколько денег было потрачено на возведение этого туалета и этой экспозиции здесь в туалете. Но это дорогого стоит, как говорится. Слушайте, у меня ремонт близится, я хочу себе такую же эту столешницу в туалет из чистого янтаря. Кайф. Так приятненько на ощупь. Надеюсь, унитазы там тоже янтарные. Никогда не сидела на янтарном унитазе. Ну, значит, не судьба. Не судьба. Здравствуйте, расскажите, откуда вы приехали в Калининградскую область? Из Подмосковья, из Московской области в Калининградскую. Как давно вы отдыхаете у нас? Второй день. Что особенно понравилось вот в Калининградской области за эти 2 дня? Атмосфера. Атмосфера области и города, и красота, конечно, вокруг. И то, что нет большого количества людей сейчас. Ну и да. море великолепное. И строганина еще. Вот, Очень вот, понравилось. фирменное блюдо, да, калининградское. Что в янтарном для себя отметили? Что вот самое красивое или самое запоминающееся здесь? Ресторан. То в ресторан прям конкретно ехали? Нет, ехали посмотреть море, конечно, прогуляться по берегу. Берег великолепный. Хотелось бы посмотреть спа-центр Баден-Баден с
морской водой, да, открытый бассейн. И какую-нибудь все-таки крепость тоже хотелось бы посмотреть, форт. Да. Ну, на Балтийскую косу отправляйтесь, безусловно. Да? Вообще шикарное место. Да, мы недавно снимали там выпуск. Очень безлюдно, очень атмосферно. Я думаю, вы проникнетесь вот как раз-таки этой калининградской областной атмосферой. Точно теперь поедем. Да, всё. обязательно. Вообще, планируете еще вернуться, может быть, в Янтарный? Безусловно. Летом? Безусловно, да. Мы были здесь в августе. Я вообще познакомилась с Калининградом в том году, впервые в августе. И влюбилась сразу. Сразу. Да. А не было желания переехать? Еще не возникали такие мысли? Пока что нет. Пока буду приезжать, да, навещать. Но я думаю, приедете еще к нам летом, и обязательно 100%, появится желание 100%, вернуться да. еще. Хочется на косе пожить какое-то время, какое-то в Калининграде, не, чтобы было побольше количества дней. Чем зарабатываете на жизнь, что у вас есть, в принципе, хорошая возможность, да, несколько раз в год путешествовать? Я работаю психологом, гештальт-терапевтом. Помогаю людям справляться в кризисных жизненных ситуациях. А вы Да, приехали с поддерживаю. семьей сюда? С друзьями. С друзьями? Да. Как вы считаете, может быть, Калининградская область подходит больше для какого отдыха? Семейного или вот шумного, с друзьями, компанией? Абсолютно для любого. На любой вкус и интерес можно найти развлечения и как для шумной компании с друзьями, так и уединиться с семьей, если семья любит уединяться. Также и для влюбленных тоже подходит. А вот если у вас был бы выбор, поехать на неделю в Египет или в августе на неделю в Калининград? Я бы выбрала Калининград, Да? точно, да. Очень здорово. Да, да. Супер, спасибо вам огромное. Вы такая радостная, такая восхищенная, такая проработанная вообще. Да? Сразу видно, человек без проблем, вообще Много спокойный. интервью давал в Да? своей жизни. Да, Кайф, да. супер, классно. Спасибо вам Вам огромное. спасибо. Вы очень Меня такая тоже Юля солнечная. Очень приятно, прям вдвойне. От ресторана «Янтарная легенда» пойдем прямиком в парк Беккера. Оттуда же можно спуститься к пляжу. Посмотрим, что сейчас вне сезон есть интересного в этих местах. Парк имени Беккера. Название, конечно, громкое такое, да, но по сути это деревья и между ними пешеходные тропинки, дорожки облагороженные и лавочки. Все. А что еще должно быть в парке? И смотровая площадка. Смотровая площадка, с которой открывается прекрасный неповторимый вид на море. И, естественно, лавочки, какие-то кафешки, забегаловки, палатки, кукуруза, чай, кофе. Сейчас, естественно, это все закрыто, потому что не лето. Но люди все равно гуляют, людей достаточно много. Потому что, я думаю, а что еще делать в свой выходной день? Ехать к морю, гулять, наслаждаться, пока не так много людей. Но вот сколько мы сейчас ходили с Пашкой, встречаем в основном не местных. Встречаем людей из Москвы, из России, с Камчатки, да, с Дальнего Востока. Люди приезжают отдыхать к нам на побережье, причем не летом. Это радует, наверное. Нас это радует? Он просто глухонемой, поэтому он... Что, блин, какой-то глухонемой пенек со мной ходит. Тебя это радует? I don't understand. My English 50-50 so bad. Ты, блядь, не местный. А, кстати, он тоже приезжий, блядь, приперся со своей Москвы. Сначала из Гусева, потом с Москвы. Что это? Напишите. Давайте обосрем Пашку. Напишите. С Москвы или из Москвы? Балтийскую косу или косу? Филологи. Да, это я, человек, который окончил школу с золотой медалью и институт с красным дипломом. Засрите меня полностью. Балтийская коса или коса. Коса у тебя сзади, а вот это коса. От тебя душнило. Иди отсюда. Пляж Янтарного славится своей доступностью. Вот смотрите. Ближайший спуск для людей с ограниченными возможностями находится в 250 метрах на север. Ну, по песку. То есть, в принципе, вы можете спуститься к морю, но вам нужно сначала еще преодолеть бездорожье. Ну, спасибо хоть на этом. Что тут пандус, по-моему, какой-то. Но он сейчас не работает, по всей видимости. Но что-то есть, да. Или планируется платформа для спуска.
Не знаю, почему стоит такой странный указатель. Может быть, сейчас этот спуск не работает. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали сюда, в Янтарный? Из столицы России, с Москвы. Как давно вы отдыхаете в Калининградской области? 2 дня. Что уже успели посетить, посмотреть? Обзорная по городу и обзорная по области. Все стандартно. А что в Янтарном вам понравилось больше всего? Море, море, море. А чего не хватило, может быть, вот пока гуляли здесь по поселку? Солнце. Ну, вы приехали просто в феврале, поэтому мы не солнце. ожидали, но его и не хватило. Что планируете еще посетить здесь, может быть, именно в Янтарном или в области, в Калининградской? Не, мы уже завтра улетаем. Мы вчера прилетели, завтра улетаем. То есть вы чисто на выходные? Да. Классно. Развеяться. А есть желание вернуться еще, может быть, летом? Само собой, летом. Я была летом лет так 20 назад. Вот вернулась зимой, теперь надо повторить опять лето. Ой, в Янтарный мы приезжаем очень редко, потому что это самое дальнее побережье, скажем так, да, от Калининграда. В основном гуляем, конечно, в Зеленоградске. Сюда приезжаем редко. Поэтому решили сегодня, день теплый, приехать погулять. Да нормальный городочек, ничего, все симпатично, все хорошо. Вот с девушкой познакомился. Как вам повезло, с какой красивой девушкой. Да, очаровательной. познакомился, правда, 20 лет назад, но каждый день как в первый раз. А летом тоже предпочитаете в Зеленоградск, в Светлогорск, в ту сторону, да? Балтийск. А, даже так? Да, Балтийск, потому что мы рыбачим, ловим салаку, ездим в Балтийск и там же отдыхаем. Мы прогулялись с вами по Янтарному. Не то поселок, не то город, не то поселок городского типа. Впечатления неоднозначные, потому что красивая природа, неповторимые пляжи, очень приятный свежий воздух, но такое ощущение, что это место как разобранный пазл. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, и нет общей картинки. Я надеюсь, конечно, что со временем еще больше будет вложено сил и средств в это место, и мы увидим в конечном итоге картинку, которая будет радовать не только туристов, но и нас, местных жителей, которые приезжают сюда за пляжным отдыхом и за здоровьем, скажем так. Обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе событий, будьте с нами на одной волне, со мной, Юлией Костромитиной, и Пашкой Сибиряком, который сейчас находится за камерой и, конечно, передает вам привет. Всем пока!